Ну что, друзья, всех приветствую на своем канале Тариф Приключения. Канал про работу в такси в Москве. И что у нас сегодня? 2 августа. Сегодня день ВДВ. Ребят, всех причастных поздравляю с этим праздником. Удачи, силы и благополучия в семье всем. Ребят, начинается, скажем так, не челлендж, а, скажем, серия видео о том, сколько можно заработать в такси за месяц. Каждый день я все вношу в таблицу: доходы, расходы. Раз в неделю буду делать под итог, и в конце месяца будет общий итог, и мы узнаем общую сумму, сколько можно будет заработать в такси. Что у нас по таксометру? Как вы видите, по нулям. Вчера покатал, заработал 12 743. Дали персональную цель 107 заказов, будем выполнять. Приоритет 82, он складывается из заправка через Яндекс.Про, принятые заказы 30 из 30, год выпуска автомобиля 10, закон о такси 10 из 20, брендинг машины 10, платина 10 и рейтинг выше 4,85. Так, а еще у меня на той неделе было... уже убрали. За соблюдение правила Комфорт Плюс был тайный покупатель плюс 4. Но уже убрали. Сегодня придет бустер мне. Будет плюс 4 балла еще. В общем, на таксометре по нулям. Начинаем катать эту смену. Планирую сегодня, так усердно поработать. Но посмотрим, что получится. Вроде планов никаких особо нету. В общем, посмотрим. Так, обязательно скидываем время в движении, скидываем промежуточный пробег. Вы не смотрите, такой большой пробег, это не только вчера я натаксовал, я вчера еще просто по своим делам ездил, причем много проехал, больше сутки туда-обратно. Так что вот так вот. В таблицу буду вносить все: и чаевые, и штрафы, расходы на бензин, расход на аренду. Единственное, не буду вносить расход на покушать, потому что я считаю это нецелесообразно, потому что все говорю потому что тавтология какая-то. В общем, потому что у всех, скажем так, запросы разные на еду. И плюс, когда вы работаете на какой-то другой работе, вы же не говорите: я получаю там 130 тысяч, и из них еще 60 тысяч сверху плюсом на еду. Правильно? Вы также можете в такси поставить кнопку «Домой», приехать домой с заказом, скажем так, пообедать или поужинать, смотря когда вы катаете, и поехать дальше. Не обязательно покупать эти всякие шаурма, там выпечку и все тому подобное, кушать в Макдаках. Так что вот так вот, ребят, еда, сигареты, попить, это все как бы... исходит из вашей зарплаты, так же, как и на обычной работе. Так что это не учитываем. Учитываем штрафы, учитываем бензин, учитываем аренду. И платные дороги, соответственно, тоже. Так что, ребят, начинаем, скажем так, этот непростой, но долгий путь этого месяца. И я хочу вам доказать, что в такси можно заработать адекватных денег. Все буду показывать, все штрафы, все буду показывать. Так что вчерашний день я уже в таблицу внес. По таблицам, как еще раз повторюсь, у нас будет раз в неделю под итог, и потом в конце месяца будет общий итог. И что еще хочу сказать, работаю в К+, иногда подключаю комфорт. То есть смысл. Стою на комфорте, первый заказ. Если в течение 10 минут, на Комфорт Плюсе, если в течение 10 минут нет Комфорт Плюса, подключаю комфорт, падает заказ, неважно какой Комфорт или Комфорт Плюс, я с линии не ухожу, я оставляю только комфорт, и если комфорт в цепочку не падает, опять так же 5 минут 10 жду. Если К+ не падает, подключаю комфорт. В общем, вот такой план. Все равно большинство заказов это К+. Хотя иногда, вы знаете, Комфорт Плюс не сильно отличается. Так посмотришь иногда по клиентскому приложению Яндекс.Го, там от меня в Шарик там ехать. Комфорт Плюс без кэф, там, допустим, 1900, а комфорт 1850. То есть, а иногда прям разница существенная, там в 500 рублей бывает. Непонятно, как все это работает, но очень интересно. В общем, друзья, все самое интересное покажу, расскажу.
что неинтересно, не покажу, не расскажу. В общем, начинаем эту смену, допиваю кофеек и будем работать. Да, друзья, самое важное забыл. Пожалуйста, подписка на канал, ребят, для меня это очень большая мотивация. Канал только начинает развиваться. Так что подписочка на канал, палец вверх, давайте мы раскрутим этот канал. Будет много познавательных, интересных, юмористических, может быть, видео. Планов много, какой контент снимать. В общем, пока только тренируюсь. Я специально для вас камеру новую купил, чтобы качество видео было на высоте. Звук, надеюсь, тоже, но если со звуком будет что-то не так, купим еще петличку. К нашей камере можно присоединить беспроводную петличку по Bluetooth. В общем, как говорится, будем посмотреть. И начинаем работать. Допиваем кофе и начинаем работать. Не переключайтесь. Ребят, не знаю, кто название придумывает. Река называется Рожайка. Река, болото какое-то. Еще тут попахивает. Просто иногда почитаешь, думаешь, господи, кто это придумал? Но такое есть. Есть многие деревни, которые называются непонятно как. Есть многие реки, которые называются непонятно как. И как люди до этого додумались, черт его знает. Нахожусь возле СКАДа. Заказик в конце центра Москвы упал. Ехал я, получается, усадьба Воробьева. Это находится, где Александровка, деревня Александровка, возле СКАДа. Неплохой такой заказ. Проехали мы за час. 2000 чистыми вышло. И теперь буду надеяться, что в обратушку тоже что-нибудь упадет. Подключил компот, понижаечку. И надеюсь, хотя бы по понижаечке мы до Москвы с чем-нибудь доедем. Можно сейчас глянуть предзаказы, может что-то есть. Взять предзаказик до Москвы. Хотя сегодня суббота утро, наверное, в Москву нет предзаказов. Ну, посмотрим. А так здесь красиво, природа. Вообще, ребят, люблю очень природу. Ну, как сказать, рыбалку. Где-нибудь забуриться, где тишина, вообще никого, людей нету. Прям наедине с природой. Такой кайф. И, конечно же, пытаюсь
так, сообщение есть на карте. Спрашиваю, в Каприсе сколько, пишут 1 час. Значит, в комфорте где-то минут 30, наверное. У меня подключен комфорт. Сейчас я когда в аэропорт еду, всегда комфорт тоже подключаю. Так что думаю, есть минут 30. Как раз сейчас там возьму пару пирожков, перекушу, глотну кофеечку и продолжим муковозить. Если час, ну что час, ну значит тоже уже подождем, что делать. Уже, как сказать, все равно надо перекусить, надо передохнуть, так что в любом случае подождем. Так что, ребят, продолжаем муковозить, продолжаем зарабатывать бабосики. Наши кровные, деревянные, денежка нужна, очень срочно нужна, так что работаем. Работаем, не ленимся. Конечно, мысли такие, ох, сейчас бы домой поспать бы, потом выйти часика через 3, но все это заканчивается плохо. Если нету самодисциплины, то это все плохо. Если приехать домой, скажем так, и подремать там часик, и сразу выйти на работу, это хорошо. Но я сейчас не рядом с домом. Конечно, если мне сейчас пойдет заказ там куда-нибудь в сторону дома, мне до дома будет там 10-15 минут, конечно, я съезжу домой, отдохну часик, посплю и дальше, скажем так, на вечернюю смену. Но специально не поеду, если захочу, скажем так, прям отдохнуть. Но я сейчас на парковке отдохну, даже по-любому минут 30 есть, может даже подремлю. В общем, посмотрим. Но, ребят, огромная просьба, не надо, если вы там хотите спать, не убивайтесь, не надо, отдохните. Всех денег все равно не заработать. Геморройтесь на свою голову, заработать легко. Так что, друзья, будьте внимательны. Ну что, ребятки, солнце слепит, а мы едем, мы все едем. У нас работа такая ездить. Сейчас надо до знакомых доехать, там кое-что обсудить. Надо заехать в Яндекс.Маркете. Я недалеко нахожусь, вот мне 15 минут ехать. Забрать бустер, наконец-то его отфоткать, нажать кнопочку с бустером, получить плюс 4 приоритета. Что еще надо сделать? Надо рассказать вам, что еще было. А что у нас было? Поехал я в Шарик. Это вы знаете, это я рассказал. Очередь показывала 30 минут. Я такой, окей, я сейчас перекушу как раз. Только на парковочку заехал, пошел в кафешку, сходил в туалет, пошел в кафешку, взял чебурек, взял пирожок, и только автомат мне наливает кофе. У меня бринь. Я думаю, блин, ну дайте кофе хоть налить. Скидываю этот заказ, сразу же второй заказ. Я такой, ну ладно. Пришел в машину быстренько, пирожки завязал, чтобы не воняло, не пахло. В подлокотник убрал. Кофе пью. И, в общем, приезжаю в Шарик встречать пассажира, иностранец. А там такой аншлаг в Шарике. Камера. Куда ты сбиваешься? Не сбивайся. Трясет очень. Потом крепление подтянул. Подъезжаю к пассажиру, там такой аншлаг в Шарике, там народу, блин, я столько никогда не видел. Поэтому очередь прям я, буквально прошло там 5 минут, у меня кинул заказ. Я ему говорю, мужчина, там был мужчина, мой пассажир. Я ему говорю, сегодня какой-то аншлаг прям в Шарике. Он такой, я по-русски не понимаю, он какой-то американец, видать. Я такой, окей. Смотрю заказ во Внуково, Шарика во Внуково. Я говорю, Внуково? Он, yes. Все, поехали. Он такой, сигареты, кофе, магазин. Я прям, чуть ли не поржал. Я говорю, окей. Заехали на заправку. Он мне такой, кофе? Я такой, yes. Он сходил на заправку, купил там все сигареты, купил какие-то там булочки, купил себе кофе, мне кофе купил.
И доехали с ним во Внуково. Он такой: thank you very much. Я говорю: сам-то ничего не понимаю, так, только немножко знаю английский. Я говорю: please. В общем, пассажир уехал довольный. Очередь, я даже не успел посмотреть, какая во Внуково очередь. Мне сразу прилетает заказ, и мчу я на Рублевку оттуда. На Рублевку отвез женщину в какой-то рестик там. И время было... На Рублевку, в общем, отвез женщину в какой-то рестик там. И думаю, надо передохнуть. Как у меня еще пирожки лежат в подлокотнике, ждут меня. Я такой: надо передохнуть, поесть. В общем, перекусил полчасика так. Даже глаза прикрыл, что-то YouTube включил, глаза прикрыл, даже, мне кажется, провалился на полчасика. Не на полчасика, минут на 20. И вот выехал готовить, хотел сказать. И вот выехал дальше катать. Оттуда мне с Рублевки упал заказ в Люберцы. Я такой: я недалеко от дома, надо заехать, забрать в маркет заказ и как раз к знакомым заехать. Так что вот такая история. Продолжаем еще катать. Катать еще будем минимум часа 2-3. По кассе. Я бы сказал, такое себе, не самый худший вариант. В общем, в конце ролика все увидите, все покажу, конечно же, расскажу. И километраж. Километраж у меня сегодня бешеный. Я сегодня в Москве был, в принципе, с пассажиром один раз. Остальное все мимо проезжал. То по МКАДу, то по СВХ. Просто все там. И потом по области катаешься. И все по желтку. Соответственно, область, желток. Это оно и так понятно. Ладно, ребятушки, подключусь попозже, все расскажу, все покажу, как обычно. Пока. Пьяных ВДВшников не встретил. А если встречу, то, надеюсь, они будут добрые пьяные ВДВшники, а не вот эти, которые там бутылки об голову себе бьют. Ладно, все это шутки. ВДВшники красавчики. Большое уважение им. В общем, продолжаем муковозить. Ну что, ребята, как видите, внезапно стало темно. Засиделся у знакомых, и решено было ехать уже домой. Хочу подвести итоги. Итоги. По время в движении 11:33. Но отсюда смело выбираем 1,5 часа по своим делам, все дела, там, то все, 3-10. В общем, 10 часов смена, километраж конский 462 км, что я считаю очень дохера. Но сегодня суббота, я катался по области, и поэтому так получилось. По таксометру смотрим. 11,440. 11 заказов, 11,440. Вроде бы, не сказать, что это прям дно, но надо больше зарабатывать. Скажем так, 1100 в час — это маловато для К+. Прям реально маловато. Ладно, завтра будем стараться. Всю неделю будем стараться. Сегодня была суббота, день ВДВ. Если бы не было никаких дел, было бы круче. Покатал бы часиков 12, я думаю. Может быть, и до блокировки, и свой бы 15-16 я бы, думаю, заработал бы. В общем, все это внесем сегодня в таблицу. И продолжим завтра. Завтра, наверное, видео тоже будет. Да, ребят, приоритет стал 86, потому что детское кресло, бустер плюс 4. Так что приоритет растет. Бустер купил. Детское кресло еще пока не знаю, нужно оно мне, не нужно. Покатаюсь с бустером, посмотрю, что это вообще такое. У меня есть маленький ребенок, не маленький, уже 5 лет, я уже вот это все прошел, все вот это укачивание в машине, грязные сиденья, крошки, фантики, водительское сиденье, спинка постоянно грязная. В общем, поглядим, насколько вообще эти заказы актуальны.
посмотрим. Ну что, друзья, всех приобнял. Работайте честно, работайте в удовольствие. Самое главное, не работайте до отключки каждый день, чтобы чувствовать себя адекватно и не попадать ни в какие передряги. В общем, друзья, как уже сказал, всех приобнял. Подписочка на канал, для меня это очень большая мотивация. И палец вверх. И в конце недели, ну сегодня еще суббота, в конце первой недели мы подведем недельные итоги и посмотрим, что у нас получилось. Это будет, наверное, суббота или воскресенье. Так что, друзья, всем удачи, до новых встреч, всем пока.